Рассказ называется «Трусливый Тяпа». Охотник-промысловик Женя Зимин сидел и матерился, кривя в злобе губы и про себя бурчал, что пристрелит когда-нибудь этого недоумка. Поначалу подарок старого друга охотника ему нравился. Отличная родословная этой красивой лайки вызывала зависть у местных охотников. Но кличка Тяпа, данная собаке егерем Романовым, прочно прицепилась к ней. Полностью Романов называл пса Растяпа. Подвыпив, Зимин сажал напротив себя жену и сына и, сверкая пьяными глазами, с угрозой в голосе толдычил: «Квартиру купил, машину купил, одета не хуже жены директора рынка. Чего вам еще не хватает?» И, пустив слезу, засыпал за столом. И так было всегда. Достаток посетил его только в последнее время. Новые русские сорили деньгами, делали щедрые подарки. Женька никак не мог разобраться в иерархии сегодняшней жизни. Братки с бычьими шеями и пустыми глазами, наплевав на сроки и лицензии, валили все, что шевелится. В одном из загонов убили 7 лосей и вырезали у них только языки. Засунули 1000 зеленых за шиворот Женьки и, буркнув «держи, хорек», уехали. Силовые структуры тоже не считались ни с чем. Жестоко браконьерили в ночных охранных рейдах, вывозя свежие туши, якобы конфискованные у скрывшихся браконьеров. Охота с местными охотниками не приносила ни морального, ни материального удовлетворения. Их простые заботы его совсем не касались. Чтобы хоть как-то разобраться в себе, он стал уходить один в лес. Иногда брал с собой Тяпу. Старался приучить его к охоте. У пса было отличное чутье, но далеко от хозяина не уходил. Отбежав на 20 шагов и услышав треск дерева, пронзающего мороза, пес, прижав уши, пулей бежал назад, прижимался к Женькиным ногам и жалобно скулил. Одним словом, Тяпа. Ни пинки, ни походы в лес, ни голодный паёк не делали его смелее. И все чаще в поселке слышали его голодный вой. Сезон охоты заканчивался, и Женька мечтал в декабре уйти в отпуск и уехать к сестре в Кострому, чтобы быть подальше от всего этого, от пьянок, угроз и забот. Его одинокая сестра уговаривала бросить эту нервную работу. «Женя, у тебя все есть, квартира в городе, дом в селе, маленький сын. Что тебе еще надо, чтобы встретить старость?» Но лес держал его крепко. Местная красота становилась ему все дороже, и он благодарил Бога за то, что дед и отец пустили корни в этих краях. Обычно Женя не добирал подранков, предоставляя это другим охотникам, но в этот раз вечером прибежал местный охотник Иванов и рассказал, что из заказника в обход егеря Романова перешел бык 9 отростками на голове, и что в первом же загоне главный редактор районной газеты прострелил ему брюхо и 3 часа шел по следу вместе с егерем. Лишь ранние сумерки заставили их прекратить преследование. Ночью Женя спал плохо. Его завистливую душонку тревожили громадные рога лося. Директор одного из московских охотничьих клубов давно просил добыть большую голову с хорошими рогами. Всю ночь он торговался с директором, пытаясь слупить с того 500, 1000, а то и 1500 зеленых. У них там в Москве денег куры не клюют. На рассвете приехал Иванов с сыном и сказал, что собака Романова сбила все лапы, лежит и стонет, и работать вряд ли сможет. Женя нехотя и со злобой, запихнув Тяпу в задний отсек УАЗика и посадив Иванова с сыном, поехал на развилку к деревне. На краю деревни уже собрались 3 машины. Потрепанная буханка Романова, редакторский джип Исузу с запотевшими окнами, видимо тот всю ночь квасил с братом, и Нева местного врача-хирурга, заядлого охотника. Романов, морщась от боли, рассказал, что он уже обошел все большое болото, где скрылся рогач. Выхода нет, надо брать собаку и с подхода добить подранка. Свою кандидатуру он снял, разошлись швы от недавно прооперированного аппендицита. Он уже не раз просил Зимина дать ему передышку, но тот, зная опытность егеря и присущее ему чувство ответственности,
все совал ему своих блатных, снимая с них пенки у себя в конторе. Женя оставил Романова у машины, а сам командным голосом послал остальных перекрыть перешеек, соединяющих болото с лесом. Тяпа, повесив голову, плелся на коротком поводке сзади. Скоро все поглотила предрассветная тишина. Женя шел на коротких лыжах по глубокому снегу. Тяпка, как беременный, тащился сзади. Вдруг, зашевелив заостренными ушами, он потащил хозяина вперед. Глухо зарычал, остановился, проскочил у Жени между ног и опрокинул его в снег. Потом пес истошно завизжал, как будто собрался рожать. Пнув его ногой и привязав коротко к осине, Женя, сматерившись, поплелся дальше по неровному следу Сахатова и насчитал 2 лёжки с кроваво-желтыми выделениями. Понял, рогач не жилец, но все же визг Тяпки смутил его. Чем черт не шутит? Вдруг волк? Очень уж испугался этот бездарный кобель. Перезарядил ружье, засунул картечь в левый ствол. Вскоре донесся резкий запах протухшей утробы, а за ним еле слышное чавканье. Может, голодный кабан жрет внутренности? Женя замедлил шаги и тихо подошел к краю оврага. Внизу, в густых кустах, кто-то рычал и чавкал. Макушки кустов шевелились. Бык лежал в неестественной позе брюхом кверху. Один рог отлетел, из разорванного глаза сочилась кровь. Громадная бурая махина, засунув голову в утробу лося и охая, пыталась вырвать внутренности, ничего не видя и не слыша вокруг. Зимин узнал зверя сразу. Это была старая хромая медведица, за которой гонялись уже несколько лет. Летом она чутко обходила овсяные поля и как заколдованная проходила на овес, когда охотники, отсидев несколько вечеров, уезжали ни с чем. Однажды в конце лета Сашка Романов толкнулся с этой громадиной, волочащей заднюю ногу, где зияла громадная рана, вследствие встречи со старым сикачом. Его самого егерь нашел с переломанным хребтом на краю болота. Череп с громадными клыками. Он отдал директору охотничьего клуба благодарность за купленное на подкормку зверей зерно. Женя покрылся испариной. Вчерашний скандал с женой, когда она в очередной раз грозилась бросить его со всем нажитым богатством, предчувствие потери трофея, за который он хотел содрать с директора клуба 1000 баксов, толкнули его на необдуманный поступок. Скинув ружье, он послал пулю в громадную голову медведицы. Еще не затихло эхо выстрела, как она, крякнув от боли, понеслась низом оврага в темнеющий за склоном лес. Ее жуткий рев слился с выстрелами в конце оврага. Женя насчитал их 7. Еще раз взглянув на испорченный трофей, он доложил патрон с пулей в ствол и поплелся к машине. Истошный вой Тяпки и его мелькнувший силуэт обрывком поводка заставил Зимина насторожиться. Пес, визжа, пролетел к центру болота. Медведица появилась чуть позже, неуклюже припадая на пораненную сикачом ногу. Из ее могучей шеи фонтанчиками хлестала кровь. Женька поймал на мушку могучее плечо зверя и нажал на спуск. Медведица взревела от боли, развернулась и, не снижая скорости, громадными прыжками бросилась в его сторону по протоптанной тропе. Последнее, что помнил Зимин, это вздыбившийся во весь рост зверь, гулкий выстрел и его собственный истошный вопль. Очнулся он к утру, медленно открыл глаза, увидел жену, сидящую в белом халате рядом с кроватью. Она, заметив, что он очнулся, стала беззвучно плакать. Потом сказала, что операция прошла успешно, что Романов тоже жив и что она очень-очень любит его. Следователь, которому поручили дело, постепенно выстроил картину произошедшего. Услышав жуткий вопль, Романов схватил ружье, затолкнул в стволы патроны и что из силы побежал по следу, чувствуя, как адская боль пронзает живот и что-то теплое через пах стекает в валенки. Он скинул их, чтобы было легче бежать, и, оставляя на снегу кровавые пятна, понесся вперед. Швов уже, по-моему, не было. То, что он увидел, повергло его в ужас. Громадная медведица, навалившись на Зимина всем телом и как-то неестественно вывернув голову, рвала его ноги. Фирменные меховые сапоги превратились в кровавую кашу.
Между их ошметками кое-где проглядывали белые кости и желтоватые жилы. Стрелять было нельзя. И Романов закричал, что было сил, чтобы отвлечь зверя на себя. Никакого результата. Что делать? Ведь еще секунды и Зимину конец. Что же делать? И тут что-то серое вылетело из кустов и повисло на загривке у медведицы. Та резко подняла голову, здоровой лапой смахнула с себя собаку и переломила ей хребет. Этого было достаточно. Дуплет разнес зверю голову. Валявшийся рядом Тяпка не скулил и не визжал, а смело и злобно рычал в предсмертных судорогах, как будто хотел сказать хозяину на прощание: «Я за тебя жизнь отдам, если надо». А Романов, превозмогая боль, с большим трудом стянул край туши с изуродованного тела Жени и потащил его к машине. Как оказалось, первый выстрел Зимина разбил нижнюю челюсть медведицы, из-за чего она не могла сомкнуть прикус, и это спасло кости его ног. Второй выстрел раскрошил у вставшего на дыбы зверя лапу, и лишь оставшийся мизинец разорвал Женькино ухо, оставив на голове глубокий шрам. Из больницы он вышел через 2 месяца, сильно хромая. Романов болел дольше. Его даже 2 раза возили в Москву на операцию. Надо сказать, что блатные охоты в районе прекратились. Что тут сыграло роль, неизвестно. Может быть, охотничий люд постепенно излечивался от трусости и начал давать отпор наглой нечисти. Может быть, еще что, но порядок налаживался. Истлевший труп Тяпы Женя бережно перевез на крутой берег реки Ангары и похоронил Тяпу под соснами, поставил шест со щитом, на котором было вырублено одно слово: «Тяпа, прости». Спасибо, что слушали меня. Подписывайтесь на мой канал.